Всем привет, дорогие друзья! А вот у нас и утро. С вами канал Рукой Подать. Мы приехали из Санкт-Петербурга в Москву. И сегодня проведем этот день в Москве. Поезд у нас вечером. Мы этот день себе заложили специально перед поездкой в родной Нижний Новгород. И сейчас идем с вами. Сейчас поезд. Проехал поезд. И сейчас мы идем на ВДНХ, чтобы посетить там новый павильон, павильон Космос. Он открылся в этом году, в апреле. Свеженький. Если можно там снимать, сейчас пойдете туда вместе с нами. Рублей. 500 рублей. Это ребенок. А ребенок 7 лет сколько стоит? 250. И 250 ребенок. Ага. Нам, пожалуйста, 2 взрослых билета, 1 детский. На основной. Вот, 500 рублей. Взрослый, 250 детский. Выкладывайте, пожалуйста, билет вот так. Да. Сохраняйте вот это. Спасибо. Доказал своими расчетами, что аппарат способен изучить. Что у нас здесь? Циолковский? Здесь вот можно все открывать. Здесь разные экспонаты во всех ящиках. Вот она, колыбель космонавтики. Видите, основоположники космонавтики. Константин Георгиевич Циолковский. На самом деле, космос, где нет атмосферы. То есть это все за пределами атмосферы Земли, нашей планеты. Погоди, подожди. Ты подожди. Видишь, она полетела на этом спутнике. Папа, на этом спутнике полетела Лайка? Лайка-то, по-моему, Первая. на спутник 2, да, она летела. Спутник 2. Два. Это третий уже спутник. Вот Это первый. первый, да. А это второй. А вот третий. Третий. В третьем другая Очень собака, стремительно да? всё происходило. В третьем А вот тоже смотри, Каждый год. панель управления. Смотри, Марик, ты летишь над землей и показывается стрелочка, где ты летишь, земной шарик крутится. Я могу управлять. Управлять здесь никак. Первая газета, видишь, человек полетел в космос. Пальцем. Какой? Какой? Первая газета, видишь, 12 апреля 1961 года. Сообщение о первом в мире полете человека в космос. Юрий Гагарин. Это Юрий Гагарин, да, совершенно верно. Собачек, смотри. Белка и стрелка. Да. Белка и стрелка, вот они. А вот смотри, показывает на большом экране собак. Вон собаки на большом экране, вон их ведут. Тут большая экспозиция. Нет, классно. Посмотри вот туда. Там собачка. Это Лайка. Она не живая. Ну нет, Это это уже модель космического аппарата. Что это у нас Восток-1 космический Да, корабль? вот именно на нем 12 апреля Юрий Вот Гагарин. на нем Гагарин полетел, Вот, Марик. конечно, не на нем, на его Ну, копии. это копия полноценная. Вот на таком аппарате полетел Юрий Гагарин. И потом ведь у него вот эта вот отдельная капсула приземлилась, да, вот эта круглая. А это что такое, а? Дело в том, что этот спутник, он полетел в таком, как Восток, летальный аппарат, он назывался Спутник-5. И вот там уже есть такой одна вращение, несгораемый, Ничего себе. скажем, аппарат, обмотанный очень таким толстым себе. Я открыл его. Вот он нарисован ключ. Надо найти вот этот ключ.
туда куда-то перемещать. Вот он куда-то перемещается. Вот сюда вот можно. Вот, мама закрыла. Мама у нас, конечно. Закрыть. Да, в Потом космос меня возьмут. Проверка пульта управления. Здесь ничего не щелкает. Проверить пульт управления. Так, провести продувку для замены газового состава в скафандре. Так, провести деструктуризацию для вывода растворенного азота из организма. Провели. Дальше идем. Открыть клапан сброса давления. Клапан сброса давления открываем. Вот он может. Да, не видно. Надо почитать, что Так, отключить вентилятор охлаждения и радиосвязь. Выключаю вентилятор охлаждения. радиопередатчик. Включить автономное питание. Марик, включай автономное питание. Молодец. Включить вентилятор, охлаждение, радиосвязь. Включай охлаждение, вентилятор, Вентилятор. радиосвязь. Это костюм водяного Хорошо. Отключить Отключить бортовое бортовое питание. шлемофон. Это шлемофон. Отлично. Это что у нас такое? Алмаз. Тайный модуль алмаз. А, это модуль. Это модуль космической станции, как бы стационарной, да, которая находится в космосе всегда. Космическая станция, мы под ней, Марик, смотри. Это космическая станция «Мир». Это Буран летит на Байконур, видишь? Транспортировки. Убрать вертикальное оперение, убрать часть бортового оборудования, установить хвостовой Убрать обтекатель. вертикальное определение. Космический музей, да? Вертикальное оперение убрать. Второе, на второе давай. Так, На третий. Убрать часть бортового оборудования. Что Убирай. на третий надо? Его на третье, значит. На третий, на четвертое. Установить хвостовой обтекатель. И вот Транспортировать. Все, мы полетели. Проложите маршрут для пики врача с Бураном для специально оборудованного на улице, чтобы проложить маршрут. Лодочная улица 25 метров, ширина Бурана 23-29. Это где, а? Так, А это где, а, пап? на Байконуре, Свобода. наверное. свобода. Так, лодочная улица только. Вот так вот в иллюминаторах. Видишь, как видно в иллюминаторах? Смотри, Марк. Современная шкала, смотри. Внизу, Видишь, вот внизу туда. бежит строка событий. Давай я буду крутить, а ты. Это внизу строка событий. Видишь, внизу строка Вот событий. туда, Вон, вот, на экран смотри. Вот видишь, идут месяцы и годы. Какие космонавты когда летали, на каких станциях были в космосе. Вот видишь, когда в МКС прилетали те или иные космонавты. Вот Союз Аполлон самая первая советская американская программа. Вот там, правда, не российский флаг должен быть, а советский. Вот. Было двое советских космонавтов и трое американцев.
Вот он нас определяет, смотрите. Ты умеешь говорить? Он видит нас, да. Он ничего нам не говорит, но он видит нас. Вон мы стоим. Да, это 3D. Виртуальная реальность. Там, наверное, космос. Ну, полетел. Как он летает? Он ускоряется, видишь? Сейчас он ускорится еще. Вообще, да? Сейчас посмотрим. Что он вообще с огромной скоростью будет летать. Это реактивный, на самом деле у него настоящий реактивный двигатель. Настоящий реактивный двигатель у этого маленького? Да. Вот видишь, там сопла стоят, ракеты. Да ладно. Ну, ракетный, ну, реактивный. Хотя это, как сказать, может быть, это ионный двигатель? Не знаю. Вон посмотри лучше, какая наша Земля. Маленькая планета. Ночь наступила, видишь? Сгорелись огни. Так вот Землю люди видят из космоса. Утро пришло, да. Видишь, материки. Вон Россия туда наверх поехала. Африка. Это центр управления полетом, точно. Садись управлять полетами, Марик. Своим, да? Ну, у каждого свой пульт. Искать спутники. Видишь, вот список спутников. Я Это космический вот мусор, этот. а это спутники. И вот траектория. Видишь, он летит. Вот видишь, он, да, А как заводить? перемещается. Ну, вот тебе его координаты. Вот тебе показано, как он. Видишь, вокруг Земли у него какая Это орбита? орбита у него Это его такая. орбита, видишь? Вот он так вот огибает Землю, этот спутник. Давай другой спутник возьми. А как он? Ну вот еще есть активный спутник, видишь? Вот тоже он летает. Так, это что? История Центра управления полетами. Как работает Центр управления полетами? Так. Видишь, Центр управления полетами осуществляет связь с космическими кораблями с помощью наземных станций слежения, а также с помощью спутников. Центр управления полетами работает круглосуточно, без выходных. Здесь показано, как спутник будет летать вокруг Земли. Запустим. Разные типы орбит можно. На высокой орбите. О, Видишь, она какая вывернутая в форме я эллипса. полетел. Можно изменить параметры орбиты, видишь? Может задать орбиту больше-меньше. Давай. Да вот это. На, нажимай. Что? Ну, что хочешь изменить. Вот пока ты меняешь, ракета вон полетела уже. Они все вращаются, кто-то быстрее, кто-то медленнее, да, в зависимости от своей траектории, ну, как в природе. Оль, а это планетарий. Чего это? Где планетарий? Это планетарий. Вот это зона активации. Вот, папа, вставай в зону активации на русском. Марик, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Привет. Попробуй установить контакт с представителем внеземной цивилизации. Ученые выяснили, что пришелец использует особый язык, и вы не Я пришелец? на который он реагирует. Чтобы начать, поприветствуй его поднимем руку наверх. Судя по ответу, у тебя получилось. Пришелец приветствует тебя. А теперь попробуй занять один из после экрана. Посмотри, что он ответит. Здесь вот разные научные стенды. Познавательные. Все интерактивное. Что здесь показано? Расстояние? Ну да. Это таблица расстояния относительно друг друга, да? Вот световой год,
Парсек самый длинный, вот он, да, белая полоса. Световой год желтая полоса. Парсек это параллел в секунду. Мы поднимаемся, да, на МКС, да? Это не МКС, это мир. А, это мир. О, Здесь он коридор космический. а как я туда проберусь? Только космонавты могут пробираться туда. Коробка на самом деле это. Здесь вот разные приборы, а здесь вот с другой стороны Тут стекло. коридоры. И третье. Это куда идет? А это приборы. А вот это. Ну, какие-то ящики. Вот смотри, глобус лунный большой. С морями. Это Луна. Море Смита. Видишь? Море Смита. А почему Смита? Это луноход, Марик. Ну что, мне очень понравилось. Вообще очень Да, такая, классно. да, классная Нас, такая конечно, масштабная галопом экспозиция. получилось, Ну, надо с детьми, конечно, постарше, вот ну, как бы 7-летний, 8-летний ребенок, поскольку много не понимает даже основ физики, ну, не совсем интересно, только куда-то зайти, что-то пощелкать какими-то кнопками. Вот очень много разного интерактива, где ну, как бы долго достаточно нужно заниматься, да, там последовательностью нажатия на экран. Вот, ну, в общем, очень на самом деле интересно. Если все люди взрослые, то выделять надо часа 3-4, наверное, Я да? думаю, что Не меньше. Ну, с маленькими можно там час-полтора пробежаться. В общем, обязательно к посещению. А с вами был канал Рукой Подать. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока!